Всем доброе утро. Мы находимся в Екатеринбурге, в аэропорту Кольцово и ждем вылет до Финляндии, в Хельсинки. Там у нас будет пересадка, и мы полетим до Парижа. Вообще цель нашей поездки – это посетить выставку Maison Objet 2017 года. Но прежде чем мы поедем на выставку, сначала съездим в Германию, в Кёльн, и съездим на выставку в Германии. Подлетаем к Парижу, январь месяц, а кругом все зеленое. Настал момент X. Придут или не придут наши чемоданы. Была очень короткая пересадка в аэропорту Хельсинки. И, конечно, мы очень сильно переживаем, успеет ли за такой короткий промежуток багаж долететь. Ну, надеюсь, что Finnair не подведет и все будет хорошо. Так, багажная лента начала свое движение и ура! Наши чемоданы! Как здорово, здорово, здорово! Finnair молодцы, не подвели. Это очень-очень радует. Так, мы прилетели в Париж и получили долгожданный багаж. Все хорошо, теперь пойдем бронировать машину. Итак, смотрим значки Car Rental. По ним будем искать автопрокатные конторы. Они все в аэропорту, как правило, расположены в одном месте. С навигацией не всегда очень хорошо в терминалах, поэтому если не можете ничего найти, лучше спросить на стойке информации. Они подскажут верный путь, либо у абсолютно любого работника аэропорта они также укажут, где находится пункт автопроката. Здесь, в принципе, с навигацией все еще более-менее, вот, поэтому идем по значкам, и вот мы пришли, собственно говоря, к тому месту, где мы можем забрать свой автомобиль. Вот, поехали. Пару слов об арендованном авто. Нам дали Opel Mokka. Заранее мы автомобиль забронировали на сайте и оплатили аренду. Снимаешь? Конечно. В общем, мы взяли машину, подождали там немножко в аэропорту. И теперь выехали за город. Мы едем в Германию, вернее, пытаемся ехать. Вот только выехали с территории аэропорта и попали в пробку. Не знаю, почему она здесь. Пытаемся выехать на автостраду. Здесь затрудненное несколько движений. Вот едем по какой-то деревне уже. Вот 20, наверное. Пытаемся из нее как-то выбраться. Ну, вот так и бывает. То, что как бы планируешь одно, получается по факту другое, и надо всегда иметь в виду, когда какие-то большие дорожные переезды длительные, надо иметь в виду, что на каких-то участках может быть либо ремонт дорог, либо пробка, либо еще что-то, чтобы так располагать правильно временем. Ну, не знаю, как получится, сейчас посмотрим, может быть, найдем какой-то другой вариант еще ехать. Машина у нас тут с навигацией, все дела, то есть все хорошо, поэтому мы тут не потеряемся. Вот наш маршрут. Нам необходимо доехать из Парижа до Германии. Тем не менее, пока мы ехали, погода начала постепенно портиться, как мы удаляемся от Парижа, ближе к Германии, погода все хуже и хуже. Ой, меня там ждет билетик. Оп. Дотянуться. Ура! Все, взяли билет. Теперь мы зафиксировали место. И где-нибудь, где нам надо будет съезжать, надо будет его вставить и оплатить. Вот. Такая тут система. Бывает, просто едешь, и там 3-5 евро надо просто заплатить. Через такую систему. Здесь выдали вот такой вот билетик нам.
всех возник наверняка вопрос, зачем мы едем из Парижа в Германию, когда можно было сразу купить билет на самолет до Германии? Отвечаю. Изначально мы планировали лететь только в Париж на интерьерную выставку, но в последний момент нам прислали билет на другую интерьерную выставку в Германии, и мы решили заехать к нашим друзьям и от них уже отправиться в путешествие до Кёльна, где будет проходить интерьерная выставка. На этот момент было уже сложно что-то поменять, поэтому мы решили потратить практически целый день на переезд. Ну, ничего страшного. Больше всего, конечно, я переживала за дорогу, потому что внезапно началась сильная метель. Хоть и машина была на всесезонной резине, все равно опасение оставалось. Но ничего страшного. Водители все в самый пиковый момент ехали со скоростью не более 80 км в час. И по мере приближения границы с Францией метель закончилась. Началась ясная, прекрасная погода. По этой трассе я уже еду не первый раз. Она уже так более-менее мне знакома. Но если, допустим, путешествуете по этому маршруту, можно остановиться в прекрасном городе Реймс, который находится по пути, или заехать еще в город Мец. Это французские города, очень красивые, колоритные, с богатой историей, и там есть что посмотреть. Примерно можно взять остановку на час-два времени, и спокойно этого времени хватит, чтобы осмотреть основные достопримечательности этих городов. Но поскольку мы уже там были, мы там не стали останавливаться. Так, мы подъезжаем к пункту оплаты. Он здесь находится на трассе. Сейчас подъезжаем к пункту. Здесь необходимо вставить карточку, тот самый билетик, который нам вначале дали. Так, необходимо его вставить. Сейчас высветится, сколько нужно будет оплатить. Тариф 23 евро. Так, нехило, скажем так, получилось. Так, вставляем карточку банковскую. Пин-код вводить не нужно. Все, платеж прошел. Карточку вытаскиваем. Шлагбаум открывается, можем ехать дальше. Мы тут сделали небольшой перекур, потому что все равно тяжело за рулем ехать. Вот, остановились на заправке, взяли кофе. Ну, тут такая карта. Здесь как раз понятно, где мы едем. Вот здесь находится точка, где мы остановились. И вот мы как раз сейчас по этой трассе поедем до города Мец. Вот. И здесь уже от Меца уже, в принципе, недалеко до границы с Германией. В Меце мы не собираемся останавливаться, поскольку уже по времени не успеваем. Темнеть уже начинает. Поэтому быстро допиваем кофе, садимся в машину и едем дальше. Что, подъезжаем мы к границе с Германией. Здесь автоматик. Дальше, я так понимаю. Так, видимо, дальше следующий билетик нам предыдущий не давали. Тут, видимо, у них сразу нужно оплатить. Сейчас узнаем, что. Так. Что у них тут пишут? Ай. 4400 предлагают заплатить. Так. Так. Просто вставляем карточку. Так. Ну, здесь, там сразу где кэш. Можно, да, получить. Оп. Или карточка с чипом, если она. Все. Готово. Вот, мы подъехали к границе с Германией и Францией. Как видно, на этом участке нет никакого
контрольно-пропускного пункта, не нужно показывать паспорта, останавливаться, проходить досмотр. Все спокойно проезжаем границу. Далее идут знаки, которые указывают на ограничения в городе, за городом, на автобанах. Это в каждой стране Евросоюза свои есть какие-то правила, ограничения, поэтому важно обратить на них внимание и путешествовать дальше на машине. В отличие от Франции, в Германии дороги бесплатные. Здесь нет пунктов оплаты дорог. И еще одна особенность, то что в Германии есть участки, где можно ехать с любой скоростью, то есть есть знак «Конец ограничений», и вы можете ехать с любой скоростью, какой позволяет ваш автомобиль. Итак, в 9:30 утра нам дали автомобиль. Мы на нем выехали из аэропорта в Шарль-де-Голль. По пути сделали 2 остановки. Первая в супермаркет и вторая, чтобы попить кофе. В общей сложности на платные дороги во Франции мы потратили около 30 евро. На заправку не останавливались, машина у нас на дизеле, и поэтому этого топлива нам хватило до Германии. Вот, к вечеру мы наконец-то добрались до наших друзей, до деревни Руперцвайлер. Вот, можно увидеть, что мы добрались к вечеру и уже темнеет. Практически весь день у нас ушел на переезд, но это было интересное путешествие.